Мало кто знает, но в Венеции есть остров с армянской историей, старинным армянским монастырем и там, где оставил свой след сам лорд Байрон. Лично я был очень удивлен, когда впервые услышал об этом месте. И сегодня мы с вами отправимся туда, куда почти никто не заглядывает, место, которое хранит множество тайн и загадок. Бонджорно, мы в Венеции. Итак, мы в Венеции, городе, полном туристов, шумных площадей, магазинов и ресторанов. Когда долго находишься в подобной атмосфере, хочется найти тихое и спокойное место. И именно такими являются острова Венецианской лагуны. Некоторые из них известны практически каждому туристу, а другие маленькие, малоизвестные и почти забытые. Сегодня мы отправимся на один из таких островов – Сан-Лазаро-дель-Армени. Но прежде чем туда отправиться, давайте заглянем в армянский квартал на территории самой Венеции. Удивительно, насколько плотно армяне оставили в Венеции свой след. Я сейчас ухожу на улицу Руга Джуффа, так она называется. Руга – это такое старое название улицы по-итальянски, а Джуффа – это город в Армении. В этом месте, в Венеции, была когда-то армянская община, одна из самых древних иноязычных общин в Венеции. Кстати сказать, один из островов Венецианской лагуны, тут недалеко от площади Сан-Марко, называется Сан-Лацарио-дель-Армени, что переводится как армянский остров, и мы давайте тоже его посетим. Мы плывем из центра Венеции в сторону Армянского острова. Море становится все шире, и вдали вырисовывается силуэт острова с куполом церкви и колокольни монастыря. Это Сан-Лацаро-дель-Армени, армянский остров. Попасть сюда не так просто. Экскурсии в монастырь только групповые, и сюда заранее нужно зарегистрироваться. Увы, я этого не сделал, поэтому плыву навстречу неизвестности. Уже издалека армянский остров кажется загадочным и манящим. И вот я на острове Сан-Лазаро-дель-Армени, армянском острове. Остров Сан-Лазаро-дель-Армени был основан в 18 столетии армянским монахом по имени Мхитар Мкртичан. Именно ему установлен памятник на острове, память о том, кто создал этот культурный центр для армянской общины за пределами Армении. Здесь чувствуешь, что время течет как-то немного иначе. Здесь сохранилась уникальная библиотека с тысячами манускриптов и редких книг, а монастырь сам по себе настоящая жемчужина истории и тишины. Одним из самых известных гостей острова был английский поэт лорд Джордж Гордон Байрон. Он провел здесь несколько месяцев, помогая монахам в подготовке армяно-английского словаря и изучая культуру острова. На монастыре висит мемориальная доска, которая напоминает о визите сюда лорда Байрона. Сегодня армянский остров – это не просто остров, это место, где история и культура живут в каждой детали, в старинных камнях, в зеленых садах и в тишине монастырских стен. Я долго думал, стоит ли идти внутрь монастыря или нет, но любопытство победило, и мне все-таки удалось попасть внутрь. Удивительное место, хоть и монастырь, но этого совершенно не чувствуется, такой, как маленький райский парк. Вот эти арочные проходы, колонны и зелень, и пальмы внутри. Вот этот дворик, конечно, это чудесно. Удивительное место. Мне очень понравилось. А еще знаете, что подумал? Но это только не говорите никому. По-моему, то, что я вот туда прошел, это нельзя было делать. Сейчас объясню. Дело в том, что, ну вот даже можете сами набрать армянский остров Венеции, можно ли, как туда попасть. И вот в чат GPT вбить этот вопрос подобный, и он вам напишет, что туда нельзя попасть просто так, только в рамках экскурсии. И в этот момент проходила эта экскурсия, армянская группа. Возможно, ну я не специально, но возможно я просто случайно попал именно в этот момент, когда они выходили, и было интересно посетить это уникальное место. Смотрите, какие здесь растения. Пальмы. Я, к сожалению, не очень силен в растениях, ну, вот что касается пальм, пальмы я всегда узнаю. Очень красиво. Правда? Там, где я живу, сейчас пасмурно, промозгло,
и ветер, и где-то плюс 8, плюс 10 градусов. Ну а там, где я сейчас нахожусь, плюс 20 на солнце, все плюс 3, ну не плюс 30, но плюс 25 точно есть, и вот цветущая пальма. Этот остров мне действительно очень понравился. За время визита я встретил много армянских туристов. Чувствуется, что для многих это место не просто достопримечательность, а часть родной истории и культуры. Ну, пора двигаться дальше. Следующая моя остановка – соседний остров, который раньше был психиатрической клиникой и куда направляли душевно больных людей. Хотите узнать, какие он хранит тайны? В таком случае подписывайтесь на мой канал и смотрите другие мои фильмы о путешествиях. И помните, самые удивительные истории часто скрываются за пределами популярных маршрутов.